Счастье, счастье, счастье. Ну что, посмотрим неделю с 5 числа по 11. Неделя будет сильная. Неделя будет счастливая. Неделя будет красивая. И украшает эту всю неделю много аспектов. Украшает. Действительно, каждый аспект хочет как-то выделиться, выразить себя, показать красоту всей недели. Ну, а, конечно, фаворитами этой недели это Марс и Венера. Марс – это сила, это энергия, это движение, это то, с чего мы начинаем свой день, с чего мы начинаем. Это встать, подняться, движение. И Венера. Это красота, это эстетика, это радость, это наслаждение, это удовольствие, это финансы. Венера в облаках не летает. Венера нежная, мягкая, красивая, но не в облаках. Это не про Венеру. И вот эти две планеты, они будут делать эту всю неделю. Почему? Потому что они соединятся. Они идут на сближение. Уже обе эти планеты находятся во Льве. Да, они, парочка это соединяется, а она и в следующем месяце пойдет следующий знак друг за другом и тоже там будут вместе. Потом опять будут вместе. Именно вот этот вся прелесть этой пары нахождения именно во Льве. Потому что львы отдали свою корону этой парочке. Они понимают смысл сам по себе. Лев понимает смысл вот этого соединения Марса и Венеры. Поэтому они, когда и Марс, и Венера зашли к ним, они с удовольствием посадили их на трон и отдали корону. И пользуются, наслаждаются этим. Так, как это умеет лев. Красиво, с удовольствием, с большим таким пиететом перед этими двумя планетами. От них чему-то научиться, их чему-то научить. Амбициозность на высоте, на пике. И всегда амбициозность осознанная, амбициозность соответственная. Это не так, что лев бля-бля-бля поговорил, а что поговорил, не знает что и ничего не сделал, пообещал ничего. Нет. Это тогда, когда лев говорит и делает, говорит и показывает, говорит и учит. Вот так себя ведут Марс и Венера на этой неделе. Ну, давайте совсем по порядку разберемся с вами. Конечно, новолуние. Также новолуние будет на этой неделе. И чудесным образом новолуние попадает в Рака. В Раках будет новолуние. Это замечательное новолуние в Раке, очень домашнее, семейное, очень жизненное, приземленное. Я со своей семьей, я в своем доме, я и моя семья. Поговорить о семье. Вот такое роскошное новолуние, которое будет 10 числа, тоже в Раке. Отдельно по нему сделаю видео. Но это новолуние украсит эту неделю. Абсолютно украсит эту неделю. Следующее, что еще, какое событие? Ну, все планеты в прямом движении находятся. Перед тем, как сделать соединение Венера с Марсом, Венера немножечко вступит в конфликт с 8 числа, где-то вступит в конфликт с Ураном. Где Уран находится? А Уран находится в Тельце, а управляет Тельцами Венера. Ну, к управительнице там у своей управительницы. Немножко вступит. И что это? Это даже будет не конфликт. Вы знаете, маленькая такая провокация со стороны Венеры. Больше даже со стороны Венеры. То есть неожиданность, случайность. Человека, которого вы забыли, который вам совсем уже как-то вроде и не тревожит ваше сердце. И он уже вроде и в вашей жизни не появляется, и не нужен вам. Он ушел из вашей жизни, этот человек. И этот человек может дать о себе знать. Причем зазвонит, как говорится, во все колокола.
заявит о себе очень звонко, очень громко. Это вполне вот может быть какое-то природное явление, которое может произойти. Ну вот то же самое наводнение какое-то, ливень сильный или какая-то жара. И в экстремальных ситуациях вот о себе человек заявит, что я вот нахожусь в этом городе, но я вот не могу улететь, например, потому что нелетная погода или ветер сильный или что-то. Может быть, мы как-то с тобой сконтактируем. То есть вот настолько неожиданно откуда-то может появиться человек и предложить вариант развития, свой какой-то вариант очень для вас неожиданный. Вот появится такой объект, с которым вроде вас уже не связывает ничего, вроде как-то уже и не надо. Ну вот появится какой-то вот такой объект, на которого вы по-новому посмотрите. Ну, посмотрите, обратите по-новому на него внимание, на этого человека. А может быть, даже как-то и вспыхнут новые отношения. Это тоже вот такая маленькую провокацию эта Венера сделает перед тем, как она еще только 13 числа соединится с Марсом. Следующее, Меркурий переходит 11 числа. Тоже, видите, эта неделя 11 числа Меркурий переходит тоже в Рак. Меркурий сейчас находится дома у себя, прекрасно, в прекрасном, чудесном, замечательном знаке, где он любит учиться, где он любит учить, где он интересуется всем на свете, где он с удовольствием своей информацией распространяет ее, делится с ней, показывает ее, добывает эту информацию, что-то новое узнать, все. Но сейчас уже тоже подходит к концу, то есть к выходу, и идет в знак куда? К ракам. Туда, где дом, дом, дом. Эмоции, эмоции, эмоции. Я уже не хочу говорить о том, что я где-то увидел, где-то услышал, что-то почитал, что-то новое узнал, чему-то новому научился. Это не хочу говорить. Я хочу говорить о своих эмоциях. Мне комфортно или мне не очень комфортно. Мне хорошо на этой работе, мне не очень хорошо. Я плаваю как рыба в воде в этой специальности, или мне сложно в этой специальности, я чему-то другому хочу. То есть эмоциональный твой фон. И также эмоциональное твое отношение, где ты находишься. Либо это ты находишься на работе, как там у тебя эмоционально устраивает тебя, не устраивает там. Либо ты находишься где-то на учебе, либо ты находишься где-то в отношениях своих каких-то, который как ты, то есть тут больше Меркурий работает на эмоциональность, на чувствительность. Вот такой очень чувствительный Меркурий. Захочет об этом говорить, захочет об этом писать, захочет об этом даже в стихах изложить. Внесет в это все романтику, внесет в это все любовь. Вот она прям основа, вообще основа этой недели, вот она, любовь. Вот сначала любовь, а потом на это все, вот вибрации от всего этого. Сама даже постановка речи, вот Меркурий, когда заходит в Рака, сама постановка речи, она имеет вот эту базу, основу на любви. Вообще человек, который в Раке, это водная стихия, это всегда очень волнительная стихия, которая может и разные эмоциональные гаммы делать. То есть либо это бушует, либо это штиль, либо это тишина, либо это волнение, либо это рябь, либо это холодная вода, либо это... То есть очень много эмоционального фона. Но мы с вами этот Меркурий, который будет, вот основа его будет на любви, чем больше ты скажешь слов любви, тем в другом человеке больше откликнется этой любви. То есть к тебе такая же любовь вернется, потому что каждый из нас притягивает то, что он излучает. Если ты излучаешь конфликт, скандал, если ты его туда посылаешь, если твоя нервозность, твоя вот это вот недовольство твое, тебе также человек реагирует. Даже если он тебе звучит по-другому, он тебе говорит: успокойся, все хорошо, что ты меня успокаиваешь, зачем ты меня... Все равно ты не принимаешь это, потому что ты сам издаешь вот этот негатив. То есть мы принимаем то, что мы посылаем. Вот такой будет очень замечательный также Меркурий. И он уже на выходе, он уже подготавливается к ракам идти. То есть основа и база, на которой будет формироваться эта вся неделя. Любовь. Только любовь. Потому что Венера с Марсом
уже находится вот в чудесном расположении, как во льве. Львы такой почет дают этой парочке, такое понимание пропускают через эту парочку, вот как будто бы они посланники небесные. Львы это понимают, и они отдали даже свой трон и корону, чтобы самим этим насладиться. Они понимают, насколько это высоко стоит эта пара, что она во многом себе несет. Следующее еще что? Ну, это уже попозже, там 18 числа тоже буду делать отдельное видео. Лилит. Куколка. Лилит. Она переходит к близнецам. Ой, любит Лилит близнецов. Ой, любит. А потому что легко здесь находиться. Это что? Да, Лилит стояла в Тельце. Ну, в Тельце тельцы земные. Сильно не разбежишься. Пакости тут не особо тема на пакости, потому что приземленный знак. Нет такой легкости. Ну а в близнецах тут просто раздолье. И об этом сделаю отдельное видео, отдельно будем говорить. Пройдусь по всем знакам и по всем домам, у кого куда Лилит попадает. И она будет там находиться 9 месяцев. Поэтому, конечно, этому уделим побольше внимания, для того, чтобы, зная этой информации, предупредить какие-то моменты, использовать эту информацию. Ну что еще? Ну, конечно же, Селена тоже. Уже вот-вот-вот скоро Селена переходит в Козерога. Тоже великолепно. Вот здесь Селена, знаете, будет делать такие... Я для Козерогов уже сделала отдельно, но еще сделаю для всех знаков, по каким домам пройдет Селит, потому что каждому из нас зайдет Селит. Это она, Селена. Зайдет Селена. Это она зашла к Козерогам в первый сектор, а дальше она пошла по всем домам, поэтому отдельно будет видео и про Селену, которая будет находиться там 7 месяцев. Поэтому, но находясь в самом Козероге, она здесь, Селена, делая приятные дела, это твой ангел-хранитель, который тебе помогает, который тебя защищает, который тебя оберегает, делает так это надежно. Так это делает основательно, ну как все делается в Козероге. Тоже отдельно буду делать видео. Ну что еще? Конечно, безусловно, эта неделя ярко показывает, что любовь, отношения между людьми, встречаются люди, говорят про это, видят друг друга, замечают друг друга. Даже гормональный фон немножко меняется. Потому что основа, на чем неделя, она на любви. Вот этот весь гормональный фон у тебя меняется. И любовь, отношения – это удовольствие. Все, кому любовь и отношения приносит грусть, обиду, терзание, все, кому любовь приносит разочарование, кому любовь приносит страдания, это в конечном итоге приведет в никуда. Приведет к тому, что ты веру в любовь теряешь, а самое главное, ты себя теряешь. Любовь, все, что основано на любви, это процветает, это расцветает, это дает плоды, это дает подъем, это дает большое твое развитие. Вот это именно наслаждение. Поэтому абсолютно неделя это про это любовь, это радость, это удовольствие, наслаждение. Следующее, эта же неделя, вот отдельно еще сделаю видео, соединится 13 числа, соединится Венера и Марс, и даже сделаю видео старое, мы посмотрим тоже по всем знакам, вот на что обратить внимание, на как это отзывается через Таро. Ну вот посмотрим, смотрите, сама по себе неделя
У меня будет все, о чем я мечтаю. Вот девиз этой недели. У меня будет все, о чем я мечтаю. Почему? Потому что база и основа недели, на чем держится вся неделя, она держится на любви. Она замешана на любви, на выражение любви. Это любовь к детям, это любовь к своим близким людям, это любовь к своей профессии, это любовь к самому себе. Поэтому у меня будет все, о чем я мечтаю. И следующее тоже эта неделя, потому что вот столько благоприятных аспектов, столько играющих, вот знаете, как будто в пинг-понг планеты между собой просто перекидываются, перебрасываются. Вот они играют сами с собой там на звездном небе, вот они играют друг с другом. При этом уступая друг другу, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Вот как будто бы немножко вот такая вот игра даже вот там на звездном небе идет. Умный не тот человек, кто много знает, а тот, кто хорошо знает себя. Вот тот и это тоже неделя про это. О любви к себе. Ты можешь очень много книг почитать, ты можешь получить много образований, но ты не будешь умным, потому что самое лучшее знакомство – это знакомство в жизни, когда-то встретиться с самим собой и с самим собой познакомиться. Неделя чудесная, очаровательная, милая, нежная, ласковая, много дает счастья, много дает радости, много дает любви. И это все вот про эту неделю. Даже делая Венера, даже делая квадратуру, конфликт с Ураном, это маленькая просто провокация, такая интрижка, она тебя просто провоцирует. Все равно основа будет любви. Даже провокация, но основа будет любви. Ну, какая-то немножко, может быть, ревность вспыхнет. Ну, как-то вот немножко какое-то сомнение, что вот как-то, наверное, это даже может быть, да, ревность на работе. Что я такой хороший работник, я столько делаю, а вот пришел у нас новый какой-то, новый сотрудник пришел, и больше внимания этому сотруднику. То есть вот немножко такая провокационность есть в этом. Но все равно сама по себе неделя такой очень позитивный характер несет. Ну а по всем остальным аспектам отдельным и про Селену, и про Лилит, и про новолуние, и про соединение Марса 13 числа с самой Венерой будет отдельное видео. Ну что, мои хорошие, скажем этой неделе большой-большой лайк. Да, скажем этой неделе большой-большой лайк. И будем этой неделей наслаждаться. Всех вас бесконечно уважаю. Спасибо огромное за поддержку канала. Всем персонально посылаю большое спасибо за поддержку канала. Всех вас уважаю, обнимаю и, конечно же, до следующих видео. Всем пока!